Нашим миром правят рептилоиды, а вы ничего не замечаете? А еще Битлз никогда не распадались и продолжают писать крутые песни. Они собирают на концерты миллионы фанов и выпускают диски. И у меня даже есть их новый альбом. Тоже не слышали? Наш мир буквально переполнен выходцами из параллельных вселенных. Да вы повнимательнее присмотритесь к окружающим, к своей жене, мужу, детям. Вы уверены, что их не подменили? По дорогам Мексики на полной скорости носится адский автобус с пассажирами-скелетами, а солдат из будущего спасает мир от гибели в ядерном огне. Машина времени существует, и вы можете попробовать сделать ее собственными руками. Только не исчезайте в будущем сразу. Досмотрите до конца мое видео. В нем самые необычные случаи реальных людей. Они побывали в другом измерении и вернулись оттуда другими. Узнайте, что ждет вас там, за горизонтом времени и событий. Все это в моем шокирующем видео. Лерина Гарсия Гордо. Женщина, потерявшая себя. В то июльское утро 2008-го жизнь Лерины Гарсии Гордо изменилась навсегда, превратившись в непрекращающийся кошмар. Представьте себе, обычная среднестатистическая испанка среднего возраста, сотрудница мадридского офиса, проснулась в своей постели и сразу почувствовала, что-то не так. Постельное белье стало другим. Не просто новым, нет, оно отличалось цветом и материалом. Это открытие повергло Лерину в ступор. Она не могла припомнить, чтобы стелила простынь подобной расцветки. Да и таких наволочек у нее сроду в шкафу не водилось. Но это было только начало. Дальше больше. Приехав в офис, где она проработала больше 20 лет, Лерина столкнулась с необъяснимым. На двери ее кабинета висела чужая табличка. Чужая. По идее, все указывало на то, что Лерина здесь более не работает. Вот это удар, так удар. В коридоре она столкнулась с сотрудниками, которых раньше никогда не видела. А в списке служащих Лерина обнаружила себя в совершенно другом отделе, под началом неизвестного ей руководителя. А вот документы, паспорт, кредитки оказались в порядке. Подобные истории кажутся невероятными, и когда о них узнаешь, то невольно задаешься вопросом, а что бы ты сам стал делать в подобном случае? Признаюсь, я для себя ответа на этот вопрос не нашел. А вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы себя почувствовали, окажись на месте этой женщины. Только честно, без хвастовства и бравады. Договорились? Но самое удручающее ждало впереди. Августин, мужчина, с которым она встречалась последние месяцы, просто исчез из реальности. Из той реальности, в которой она очутилась, то есть из нашей с вами реальности. Ну да, его дом остался на месте, но в нем жили совершенно другие люди. Не осталось ни единого следа существования ее любимого человека. Ни фотографий, ни документов, ни свидетельств соседей. Исчез и маленький сын Августина от первого брака, с которым Лерина успела подружиться. Никто не мог припомнить этого неунывающего, задиристого пацаненка, гоняющего на велосипеде по старинным улочкам Мадрида. Не помогли и услуги частного детектива. Вот чувствую, как некоторые из вас при этих словах напряглись и прислушались. Раздается ли в соседней комнате голос вашего ненаглядного чада? Правильно, ребята, цените то, что у вас есть. Лерина мучительно искала объяснению всему происходящему и поначалу решила, что у нее какая-то необычная амнезия. Однако врачи хором утверждали, что со здоровьем у нее полный порядок. Кстати, в нашей реальности ее бывший парень считал, что они все еще вместе. Хотя Лерина точно помнила их расставание 6 месяцев назад. И она не знала, как с ним поступить. Операция сестры на плече, случившаяся месяц назад, тоже оказалась стерта из истории. Ни больничных записей, ни шрамов, ни воспоминаний у родных. В ее шкафу появилась одежда, которую она никогда не покупала. Пропали записи в личном блоге. Изменились настройки электронной почты. Каждый день приносил новые несоответствия между ее памятью и окружающей действительностью. Ломая голову над случившимся, Лерина пришла к выводу, что, скорее всего, она каким-то невероятным и необъяснимым образом во время сна переместилась в параллельную вселенную. Она слышала о теории множества миров, но никогда не относилась к этому серьезно. Так часто бывает, мы слышим о каких-то вещах, которые выходят за пределы нашего понимания. Не верим в них, а потом они с нами случаются. Со мной некоторые вещи, в которые я не верил, случались. И не однажды. А с вами обязательно поделитесь ими в комментариях. История Лерины Гарсии Гордо стала известна благодаря тому, что она не постеснялась и отважилась рассказать ее в комментариях на научном интернет-портале «Тенденции 21». В 2014-м Лерина дополнила свой комментарий 6-летней давности. Она написала, что огромное количество людей со всего мира выразили желание помочь ей разобраться в происходящем. На ее электронную почту приходили письма на английском, арабском, русском языках.
Лерина благодарила всех и отмечала, что приблизилась к пониманию истины и что человеческий мир — это мир иллюзий, а люди — энергия, которая после смерти тела отправляется в бесконечный космос. По той информации, что мне удалось обнаружить, Лерина Гарсия до сих пор живет в Мадриде, смирившись с тем, что никогда не покинет чужую для нее вселенную. История Лерины Гарсии гордо остается одной из самых загадочных документированных случаев возможного перемещения между параллельными мирами. Она напоминает нам, насколько тонка грань между различными версиями реальности и заставляет задуматься, действительно ли наш мир единственный. А вы как считаете? Мир, где Битлз не распадались. А теперь история, от которой вы точно полезете на стену. Особенно та часть зрителей, для которой магическое слово «Битлз» не пустой звук. Ребята, держитесь крепче. Сейчас жахну. В общем так, существует мир, где знаменитый Битлз никогда не распадался. По крайней мере, в 2009-м они еще вполне шустрили и записывали диск за диском. Я вам точно говорю, не верите? А как насчет того, что прямо в эти минуты я сижу и слушаю альбом этой группы, никогда не издававшийся в нашем мире? Как вам такое? И даже больше, он называется «Повседневная химия». Не правда ли говорящее название? И в нем есть, к примеру, такие композиции. «Четверо парней». Разговариваю с самим собой. «Над океаном» и «Болотный фестиваль мистера Аллигатора». Всего в альбоме 11 песен, и при желании вы сможете найти его в интернете. Ну, битломаны, готовы выслушать альтернативную историю своей любимой группы из параллельной вселенной? Что за бред? Воскликнут скептики. Откуда вообще взялась эта музыка в сети? А вот откуда. Выложил ее туда некий Джеймс Ричардс. Именно так он себя называет. 9 сентября 2009 Джеймс ехал на своем автомобиле в Ливермор, штат Калифорния, из Терлока. В авто с ним находилась собака. И так случилось, что псине срочно приспичило выйти в песочек. Было около 2 часов дня, и Джеймс свернул в каньон Дель Пуэрто. Сделав свои собачьи дела, неугомонный барбос вдруг с лаем рванул за кроликом. А за барбосом рванул бедолага Джеймс. Правда, без лая, зато с воплем. «Ты куда, падла блохастая? А ну назад!» Бежать приходилось быстро, поэтому Джеймс не заметил кроличью нору. Его нога попала в отверстие, и мужчина со всей дури рухнул на землю, ударившись головой о камень. И, разумеется, потерял сознание. Упал он на пыльном, изрытом норами поле. А очнулся. Вы, не поверите! Он очнулся в комнате с мебелью и электроникой. Эх, хотел бы я так. Только головой не ударяться при этом. Причем голову Джеймсу уже кто-то перевязал. Вы спросите, а собака? Успокойтесь, ребята, блохастая падла вертелась тут же. Ничего с ней не сделалось. И ее даже не смутило, что она находится неизвестно где и непонятно, как там очутилась. Вот же нервы. Кроме пса в комнате крутился странный высокий черноволосый тип, который сразу показался Джеймсу подозрительным. «Называй меня Джонас», — заявил он. Выяснилось, что Джонас подобрал Джеймса в поле и привез в свои апартаменты. Впрочем, щадить психику Джеймса его новый знакомец не стал и сразу огорошил беднягу. Эти апартаменты находятся в параллельном мире. Джонас частенько от нечего делать шастает из одного мира в другой. В его мире машины для перемещения в пространстве продаются всем желающим, хотя и стоят приличных денег. Тут ему и подвернулся мужчина без чувств. Ну не бросать же. А авось в хозяйстве сгодится. К чести Ричардса, он воспринял сообщение о другой земле относительно спокойно, а хозяин продолжал сжечь глаголом. В 1950-х НАСА оказалась перед выбором развивать космическую программу или вбухать деньги в исследование параллельных измерений. Вбухали в измерения. И добились, надо отметить, многого. Тоже устройство для перемещений смастерили. Хоть и опасно оно, и унести может безвозвратно туда, куда Макар телят не гонял, а раскупается, как горячие пирожки на уикенд. Кстати, окажись подобная штука у вас в руках, нажали бы на кнопку, я вот не уверен. Один как-то нажал, потом месяц не мог на землю с плюка вернуться. Чтобы избежать участившихся несчастных случаев, правительство принялось исследовать безопасные для перемещения миры. Многие из них были покрыты пышной растительностью и никогда не разрушались человеком. Но потом путешественники ломанулись туда и вытоптали буквально все до состояния пустыни. Как бизоны на водопое. Это, кстати, всегда так. Хорошо только там, где нас, людей, нет, а как только мы туда пролазим, там сразу становится хуже некуда. Натура, видимо, такая. Слово за слово. А Джеймс и Джонас покорешились. Сошлись на любви к музыке, в том числе к Битлз. Когда Джонас упомянул, что его брат был накануне на их концерте, Ричардс чуть второй раз головой не ударился и заорал: «Да они же распались!» И рассказал Джонасу, что в нашем мире битлы разбежались, Джона убили. Конечно, Ричардс принялся просить Джонаса подарить ему один из последних альбомов этой группы, но хозяин квартиры резко осадил его и зловещим голосом предупредил: «Нет, ты не должен ничего брать с собой в другой мир.
Для своей же безопасности. Ни фотографий, ни сувениров, ни кассет. Ничего. Ричард оказался тот еще жучара, согласился, но пока хозяин вышел открывать кому-то дверь, взял, да и свистнул одну из пленок. Есть же такие люди, только положи им палец в рот, всю руку оттяпают за милую душу. Согласны? Наверное, и среди ваших знакомых подобные субъекты имеются. Потом Ричардса накормили и отправили обратно на грешную землю, в наш мир. При перемещении через портал ему казалось, что одежду словно водой поливают, но на выходе и он, и собака были сухими. Вспоминая о своем невероятном приключении, Джеймс говорил, что хотел бы снова побывать в параллельном мире. Уж не для того ли, чтобы приватизировать еще какую кассетку, я бы заказал ему альбом Pink Floyd. Вдруг они тоже не разбежались. А вы бы какую музыку заказали Ричардсу? А еще Ричардс добавлял, что у него сложилось впечатление, будто наш мир забит путешественниками из параллельных вселенных. Тут, знаете ли, я с ним полностью согласен. Вот так включишь телевизор иногда, посмотришь на эти рожи и подумаешь, ну, чистые рептилоиды же. А теперь, ребятки, бросаем все дела и срочно пишем в комментариях под роликом, что вы думаете об этой истории. И, кстати, альбом Битлов из параллельного мира уже прослушали? Как вам? Призрачный автобус смерти. В интернете можно найти довольно много всяческих баек и городских легенд про путешествия в иные миры. Иногда создается впечатление, что их писали люди и в самом деле не от мира сего, но некоторые кажутся весьма достоверными и наводят немало страха. Один такой необъяснимый случай произошел в Мексике. Есть в этой латиноамериканской стране автомагистраль между городами Толука и Икстапан-де-ла-Саль. Сейчас это вполне современная и безопасная трасса, а несколько десятилетий назад проехать по ней было все равно, что сыграть с чертом в русскую рулетку. Представьте узкую извилистую дорогу, всю в колдобинах. Не дорога, а сплошное направление. По одному краю дороги шла отвесная скалистая стена, а с другого края находился глубокий крутой обрыв. Между городами регулярно курсировал рейсовый автобус. Иногда рейсы приходились на вечернее время. Поездка занимала несколько часов, и многие пассажиры просто дремали, чтобы скоротать время. Если верить рассказам, погода в тот день выдалась отвратительная. Дождь и ветер. От подножия горы автобус начал подниматься вверх по склону, а затем покатился вниз. И вот тут-то люди заметили, что как-то подозрительно быстро катится их транспорт. И не просто быстро, а все быстрее и быстрее. Тем временем дождь разошелся не на шутку. Тут начались крутые повороты, а водитель и не думал снижать скорость на сколькой трассе. Люди заволновались, они знали, что ни одна авария в этих горах заканчивалась смертью всех участников. Они принялись кричать водителю что-то вроде «Эй, ямщик! Ты гонишь? Ямщик, не гони лошадей». По-испански, конечно, кричали, но водитель не откликался на их возмущенные реплики. А потом они услышали его испуганное: «Братва, у нас тормоза не работают». И буквально сразу же автобус не вписался в поворот, вылетел с трассы и рухнул с обрыва. Несколько раз перевернувшись на склоне, он вспыхнул ярким пламенем. От удара о камни несколько человек, все изрезанные стеклами и истекавшие кровью, вылетели в окна. Остальные, оглашая окрестности жуткими криками боли и мольбами о спасении, догорали в салоне. Но местность эта пустынная, и помочь несчастным было некому. Когда на место трагедии прибыли полиция и скорая, в живых почти никого не осталось. Все те, кого силой удара вышвырнуло из салона, на следующий день умерли в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. И если вы думали, что история на этом заканчивается, то глубоко заблуждаетесь. Самая таинственная ее часть только начинается. Какое-то время спустя от водителей, ездивших по этой трассе, стали вдруг поступать сообщения, что навстречу им попадается странный автобус старой модели. На остановках он не тормозит, да и появляется исключительно в ночное время. Замечали таинственный транспорт и люди, ждавшие свой рейс. Они говорили, что если в отдалении от остановки помахать рукой водителю автобуса и попросить его остановиться, то он впустит вас внутрь. Но вот вопрос, стоит ли подниматься в темный салон? Вы как, прокатились бы? Находились и те, кто утверждал, что ему довелось проехаться на этом призрачном автобусе. И что характерно, почти все места в нем всегда заняты, кроме одного. Как раз для того, кто рискнул подняться внутрь. В салоне человека охватывало странное чувство тревоги. Окружающие больше напоминали кукол с глазами, а не людей. Все они, мужчины, женщины, дети, смотрели перед собой, не оборачивались, не моргали и не разговаривали друг с другом. Складывалось ощущение, что новичок попал в салон восковых фигур. Единственный, кто передвигался по салону, это кондуктор в старой форме, в такой, которая использовалась в период случившейся аварии. Но если живой пассажир протягивал ему деньги за проезд, кондуктор проходил мимо. Он будто не видел его. И он проходил через протянутую с деньгами руку. Вот это бросало новичка в дрожь, и волосы на его голове начинали шевелиться сами собой. Когда автобус останавливался на въезде в город, водитель кидал на непрошенного гостя мрачный взгляд и кивал ему: «Вылазь».
При этом и спина, и руки, и голова его словно бы просвечивали. В глазах его ясно читалось: «Иди и не оглядывайся, иначе навсегда останешься с нами». И не находилось смельчаков, требовавших ехать дальше. Правда, те, кто рисковал и оборачивался вслед автобусу, видели, что от них, как колесница смерти, удаляется страшный черный обгоревший остов без стекол, а на уцелевших сиденьях покачиваются пожелтевшие от времени скелеты, пялясь пустыми глазницами в вечность пространства. И путешественнику начинало казаться, что он лишь чудом выскочил из объятий дьявола. Однако он напрасно радовался спасению. Ведь вскоре с таким счастливчиком из адского автобуса непременно приключалось какое-нибудь несчастье. Его сбивала машина, в него стрелял грабитель банка, тыкал ножом в темном переулке наркоман или кусала ядовитая змея. В любом случае он вскоре погибал. Мне сразу вспомнился фильм «Пункт назначения». А у вас какие ассоциации возникли? Напишите о них в комментариях под роликом, мне очень интересно. Короче, если вы вдруг соберетесь проехаться из Икста-Пан-де-Ла-Саль в Толуку поздним вечером, имейте в виду, что можете столкнуться с призрачным адским автобусом. И тут уж сами выбирайте, либо не садиться в него вовсе, либо следовать всем указаниям водителя. Человек с ядерного пепелища. О путешествиях во времени написана куча книжек и снята масса фильмов. Но есть один такой путешественник, который даже обзавелся собственной страничкой в Википедии. Невероятно, но факт. И вы можете сами в этом убедиться. Имя этого человека Джон Тайтер. В начале 2000-х он появлялся в дискуссиях на различных интернет-форумах и доказывал, что является путешественником во времени. Якобы он прибыл в наше время из 2036-го. Кстати, до этого времени осталось всего ничего. Кто доживет, сможет проверить, правду ли говорил мистер Тайтер. Рассказывая о себе, он писал, что является солдатом, и его специально отправили в 1975 с особым заданием. Ему предстояло переместить в будущее компьютер IBM 5100 для выявления ошибок в программах, связанных с проблемой 2038-го. Ну, чисто Кайл Рис, спасающий Джона Коннора. Вам не кажется? Как утверждал сам Тайтер, он наплевал на выполнение задания и решил обосноваться в начале 21 века. По личным причинам. Странный выбор, верно ведь? Сторонники Тайтера в дискуссиях утверждают, что своей остановкой в нашем времени Джон Тайтер уберег планету от гибели в огне ядерного пламени, а США от гражданской войны. Джон Тайтер сделал множество предсказаний. Большая их часть была туманной и расплывчатой. Однако, вы удивитесь, но некоторые из них и вправду сбылись. В частности, Тайтер предупреждал об эпидемии коровьего бешенства и предсказывал войну в Ираке. За некоторое время до начала боевых действий он написал, что в Ираке не будет найдено оружие массового поражения. Так оно и случилось. Говорил Тайтер и о гражданской войне в США. Штаты должны были в 2008 распасться на 5 регионов. В 2015 должна была разразиться ядерная война между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Тайтер прогнозировал полную победу Америки. ЕС, Китай и Россия исчезнут с географической карты. В общем, весь мир в труху. Последователи Тайтера утверждают, что сделанные им прогнозы помогли избежать этих катастроф, так как Тайтер нарушил главную заповедь путешественника во времени ни во что не вмешиваться. Это что же получается? Именно благодаря Джону Тайтеру человеческая цивилизация до сих пор существует. Вы тоже так считаете? Хотя Джона Тайтера никто не видел вживую, поклонники создали фонд его имени, а в радиоэфире даже была организована дискуссия о его миссии. В ней обсуждалась и описанная Джоном машина времени. Он разъяснял, что она состоит из 2 магнитных корпусов для двойных микросингулярностей, многообразия инжекций электронов для изменения массы и гравитации, системы охлаждения и выпуска рентгеновских лучей, гравитационных датчиков или блокиратора переменной силы тяжести, 4 основных единиц цезиевых часов, 3 основных компьютерных блоков. Как вы полагаете, получится ли в домашних условиях смастерить такую машинку? Я вот очень сильно сомневаюсь. Но может у вас иное мнение? Непременно изложите его в комментариях. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им. Вдруг найдется умелец, который после просмотра моего ролика осчастливит человечество такой техникой. Конечно, всегда отыщутся злые языки, которые начнут утверждать, что никакого Тайтера нет, и все это сплошная выдумка. Как пример, итальянская телепрограмма Voyager. Она организовала независимое расследование рассказа Джона Тайтера. Итальянцы заявили, что Джона Тайтера и его семью отыскать не удалось. Фонд Джона Тайтера зарегистрирован без адреса. Единственным человеком, подтвердившим существование Тайтера, был адвокат Ларри Хабер. Но ведь это не значит, что в действительности Джона Тайтера не существует. Так ведь? А кто же в таком случае спас мир от ядерной войны? Так где же проходит граница между реальностью и безумием? Несчастная Лерина до сих пор ищет дверь домой. Джеймс слушает украденные песни из потерянного мира, а автобус-призрак продолжает собирать своих пассажиров. Его кондуктор, возможно, уже стучится в ваше окно, или это просто ветер.
Помните, каждый раз, закрывая глаза, вы рискуете открыть их в другом измерении. Проверьте свои документы, пересчитайте близких и никогда не берите билет на автобус в туманную погоду. Вы же помните, истина всегда где-то рядом, и она может вам не понравиться. А пока спите крепко. Если, конечно, у вас получится.